Если вы задаетесь вопросом, что может положительно повлиять на крипту, чтобы она наконец-то показала рост в ближайшее время, я вам отвечу: публикация индекса потребительских цен. Поскольку биткоин и другие монеты торгуются по отношению к доллару, то нам очень важно следить за уровнем инфляции именно США. Данные по ИПЦ опубликуют 10 августа, и хочу сказать, что за этим отчетом ФРС будет следить как никогда, ведь Пауэлл уже спит и видит, как в сентябре он не будет повышать ставку, что является хорошим фактором для криптовалюты. А дополнительно важную роль сыграли экономические данные Китая, которые показали снижение импорта, что спровоцировало падение индекса доллара и рост биткоина на 3%. Также платежный гигант PayPal ворвался в индустрию крипты и запустил свой собственный стейблкоин, который работает на сети Ethereum, что может запампить его цену вверх из-за роста транзакций. Правда, есть и плохие новости, которые связаны с биржей Huobi, потому что появилась информация, что она является неплатежеспособной и вскоре может обанкротиться, из-за чего деньги клиентов уйдут на дно. Ну а как на самом деле ИПЦ и множество других важных событий повлияют на криптовалюту, мы подробно разберем в этом видео. Приветствую вас, друзья, меня зовут Влад, и вы на канале Coin22, на канале, где регулярно обсуждаются только самые актуальные новости. Обязательно смотрите это видео до конца, желаю вам приятного просмотра, давайте начинать. Что ж, начнем мы сегодняшнее видео с того, что разберем ближайшие важные события, которые произойдет буквально через 12 часов. Речь идет, конечно же, о ИПЦ, который покажет нам, насколько упала или, возможно, выросла надоедливая инфляция. А если вы до сих пор не знаете, где можно следить за такими важными отчетами, как ИПЦ, загляните в наш телеграм-канал, ведь только наши подписчики самыми первыми получают лучшую и свежую информацию. А также сегодня наши подписчики узнали, какую монету прямо сейчас скупают киты на 116 миллионов долларов. Поэтому подпишитесь по ссылке в описании и не упустите свой шанс добавить ее к себе в портфель. Касательно инфляции, нам обязательно стоит за ней следить, потому что именно она должна повлиять на самое важное решение ФРС в сентябре. Ведь если Пауэлл устроит данные по ИПЦ, это можно будет назвать полноценной победой. На сегодняшний день прогнозируется, что базовый индекс потребительских цен, который не учитывает самые волатильные цены на еду и бензин, вырастет на 0,2% в июле и останется на уровне июня. Для нас крайне важно, чтобы данные, которые опубликуют завтра, либо соответствовали прогнозу, либо были ниже, поскольку резкий рост после долгого периода падения может полностью изменить положительный настрой ФРС. Но если взять прогнозы по общему ИПЦ, то он вообще должен вырасти по сравнению с июнем и составить 3,3%, хотя напомню, что цель ФРС остается на уровне 2%. И вы, наверное, подумаете, а как это ФРС сделает паузу, если ИПЦ снова вырастет? На самом деле ничего странного в этом нет, ведь ФРС больше обращает внимание именно на базовый ИПЦ, так как он более точнее отражает реальную инфляцию. Поэтому базовая инфляция, которая, как вы видите, уверенно снижается начиная с прошлого лета, может заставить Пауэлла выдохнуть, наконец-то расслабиться и со спокойной душой через некоторое время сделать первое понижение. В целом, большая часть ведущих аналитиков склоняется к тому, что в сентябре мы реально увидим паузу. Например, экономисты Bloomberg пишут: рынок труда остывает, обеспечивая дефляционный импульс по самым сложным категориям инфляции, которые должны длиться до конца этого года. Июльское повышение ставок ФРС, вероятно, было последней перед длительной паузой. К тому же главный международный экономист Джеймс Найтли не ожидает, что ФРС продолжит повышать ставки, ведь он сказал: в целом отчеты по зарплате и по рабочим местам не предполагают необходимости возобновления импульса для повторного повышения ставок ФРС в сентябре. А это положительная новость для фондового рынка и нашей крипты. И дополнительный плюс — это экономические данные Китая. Вчера Пекин опубликовал отчет, в котором было указано, что импорт упал на 14,5%, хотя прогнозы были на уровне 12,4%. Для тех, кто не знает, Китай является вторым импортером мира после США, поэтому такое резкое снижение импорта привело к падению долгосрочных казначейских облигаций по всему миру. Поскольку теперь Китай не будет покупать так много доллара для оплаты импортных товаров, как раньше, индекс доллара упал, и на этом фоне биткоин показал рост на 3%, после чего и проснулся весь рынок.
рынок. И это стало самым главным фактором роста на этой неделе, ведь такого движения не было уже давно, за что можно поблагодарить Китай. Кстати, если вы желаете увидеть отдельное видео, где мы разберем, как взаимоотношения Китая и США влияют на крипту, обязательно поставьте лайк. Но что будет с тем же биткоином после публикации завтрашнего ИПЦ? Для этого стоит посмотреть, что было после прошлого ИПЦ. 12 июля биток не показал какое-то сильное движение, хотя и зафиксировал дневной максимум после выхода отчета. По большей части это было связано с тем, что прогнозы полностью соответствовали реальным данным, а соответственно такое снижение уже было учтено в цене битка. Таким образом, чтобы мы увидели резкий скачок вверх или не дай бог вниз, ИПЦ должен быть выше или ниже прогнозов 3,3, ну или 0,2%. Но вот так проблема. Как же тогда подготовиться к этому дню и заработать на волатильности рынка? На самом деле у вас не будет такой проблемы, если вы станете участником нашей подписки Coin22 Pro. Ведь подписка Pro позволяет ежедневно получать профессиональную аналитику рынка и самые прибыльные торговые идеи. Работает все очень просто. Недавно участники Pro получили лонг-сделку на монету Link с лучшей точкой входа и уровнем фиксации от 45% чистой прибыли. Также участники Pro заработали от 30% на падение XRP и от 35% на шортах по монете ADA. Кто-то скажет, что трейдинг это сложно. Да, возможно, но не с командой наших специалистов, пошаговым обучением и круглосуточной поддержкой, которую получает каждый участник Pro. Подписка Pro предоставляет прибыльные сделки на протяжении практически года и позволяет зарабатывать на таких событиях, как ИПЦ. Поэтому переходи по ссылке в описании, присоединяйся к подписке Pro и уже сегодня получи свою первую прибыль. Помимо ИПЦ, еще одним положительным событием является запуск стейблкоина от PayPal. Ведь сейчас все активно обсуждают слухи о том, что это может запампить цену эфира. Но насколько это реально, мы сейчас с вами узнаем. В понедельник появилась информация, что PayPal запускает свой собственный стейблкоин, эмитентом которого является Paxos. Да, та самая фирма, которая создала Binance USD и столкнулась с судебными исками, после чего ей пришлось прекратить штамповать монеты для Binance. Но, видимо, Paxos решили сделать вторую попытку, только уже с PayPal. Монета имеет тикер PYUSD, но на CoinMarketCap ее пока нет, да и купить ее могут только избранные, ведь нужно иметь учетную запись в самом приложении, где и происходит конвертация валют в их стейблкоин. Также стоит обратить внимание на то, что PayPal запустили эту монету на сети Ethereum, и по словам экспертов, это должно запампить его цену, поскольку у PayPal более 430 миллионов активных счетов, а если они начнут пользоваться их стейблкоином, это увеличит спрос на транзакции и, следовательно, на комиссии, которые нужно платить в эфире. Но сказать, что после этого эфир как-то сильно вырос, я не могу, потому что он движется ровно так же, как и остальной рынок крипты. И я хочу задать хороший вопрос. Зачем пользователям продавать свои USDT или USDC, чтобы перейти на этот стейблкоин, который сложно купить, да еще отдать миллион денег за комиссии? Ведь я напомню, что в сети Ethereum одна из самых высоких комиссий, а также не забываем за конвертацию валют в самом приложении PayPal, где взимается комиссия в размере от 3 до 4% от стоимости транзакции, то есть элементарно перевести $100 будет не так-то и дешево. Единственный плюс, который я заметил в этом стейблкоине, это полноценное регулирование от самого Департамента финансовых услуг Нью-Йорка, потому что даже у USDT нет регулятора, а есть только не особо прозрачные аудиты. Хотя безопасность это дело каждого, ведь есть мнение, что США благодаря PayPal пытается подсадить народ на CBDC, но учитывая такие большие комиссии, люди выберут USDT и сеть Tron, которую основал Джастин Сан. Кстати, о нем как раз следующая новость, точнее о его бирже. В понедельник сообщили, что пользователи биржи Huobi вывели практически $50 миллионов из-за опасений банкротства. Согласно данным, обменные балансы Huobi за последнюю неделю упали на 33%. Это произошло на фоне слухов арестов работников биржи китайскими властями, о чем писали СМИ Гонконга. Отчет DeFi Lama показал, что у Huobi есть высоколиквидные активы на сумму около $1 миллиарда, в том числе 886 миллионов в биткоинах, 48 миллионов в стейблкоинах и 5,4 миллиона в долларах США. Таким образом, расхождение фактических данных и количестве денег пользователей ставит биржу под вопрос о неплатежеспособности. Представители биржи, в том числе и сам Джастин Сан, опровергают эти слухи и говорят, что все окей. Вообще, я неоднократно вам рассказывал, что с Huobi было очень много похожих ситуаций, наподобие липовых торговых объемов, манипуляций с резервами, пампы своего токена на сотни процентов за день и так далее.
Джастин Сан хоть и уважаемая персона в крипто-комьюнити, но вот такие постоянные подозрительные действия с его стороны заставляют лишний раз подумать перед тем, как воспользоваться его биржей. Лично я на хобби не торгую, да и вам не советую, ведь она даже в десятку лучших не входит. Лучше работать с проверенной биржей Binance, которая недавно опубликовала аудит своих резервов. Последний аудит показывает, что у Binance более чем достаточно криптовалюты и наличных денег для покрытия средств пользователей. Как мы видим, соотношение чистых балансов Binance к чистым балансам ее клиентов составляет более 100% для всех ее активов. В отчете Binance все более чем хорошо, но многие обратили внимание на движение резервов USDC после краха банка Silvergate. Данные показывают, что баланс Binance в долларах США уменьшился с 3,4 миллиарда на 1 марта до 23,9 миллионов на 1 мая. И аналитики сразу прокомментировали, что Binance приобрела около 100 тысяч биткоинов и 550 тысяч эфиров в период с 12 по 1 мая, на общую сумму около 3,5 миллиардов, что соответствует излишку USDC. То есть деньги никуда не ушли, а на них просто купили крипту, ведь Binance продолжает холдить большое количество эфира и биткоина. А насчет хранения битка появился интересный отчет. Данные фирмы Glassnode показали, что почти 69% биткоина в обороте неактивны как минимум год. И это указывает нам на то, что инвесторы не хотят продавать свои биткоины, а планируют держать его в долгосрок. Такую стратегию я 100% поддерживаю и неоднократно вам советовал накапливать и не продавать, ведь ваше терпение вам обязательно окупится. Но есть одно но. Если все будут просто покупать и холдить, кто же тогда будет создавать торговый объем, который сейчас находится на самом низком уровне? Ведь чем больше монет будут участвовать в активном обороте на биржах, тем больше будет волатильность. А сейчас ее создают только маркетмейкеры, которые любят резко скупать или продавать монеты, оставляя вот такие хвосты, собирая на своем пути стопы многих трейдеров. Но с этим ничего не поделаешь. Благо биткоин сформировал более-менее локальное дно на уровне 28,5 тысяч и уже больше 2 недель торгуется выше него. Так что будем следить за данными по IPC, ведь именно они могут спровоцировать еще более активное движение на рынке. Напомню, что все отчеты вы можете найти в нашем телеграм-канале, так что подписывайтесь. Также не забывайте ставить лайк и жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А с вами был Влад, до скорых встреч!